就可以为他人舍。 Ван Цюэр – любопытная девушка, которая появилась неожиданно и, казалось, мешала отношениям Хуэй Хао и Ван Дунер. Кроме того, она практически точная копия Ван Дунер. Однако, как ни прискорбно, ее взлет и падение было очень быстрым и стремительным. Она успела полюбить Хуэй Хао всем сердцем и пожертвовала собой ради него. Ее смерть, ее жертва ради любимого Хуэй Хао станет таким же трогательным моментом, как жертва Сяву в первой части. По крайней мере, в оригинале это крайне душераздирающее событие. Иногда кажется, что автор ввел Ван Цюэр в сюжет только ради этого момента. Она спасла Хуэй Хао ценой своей жизни. Но как это произошло? И почему Ван Цюэр пришлось умереть? Как мы знаем, она не обычная девушка, а благородный императорский зверь, трехглазая золотая львица. Она отличается от других духовных зверей и даже не ограничена судьбой. У нее нет таких узких мест раз в 100 тысяч лет, как у других. Она может продолжать жить сколько захочет. И хотя золотая львица не может стать такой сильной, как Дитянь, даже истинный повелитель, который дремлет в великом звездном лесу, будет бережно заботиться о ней. Ван Цюэр стояла перед трудным выбором – выбрать любовь или дружбу. В конце концов, она решила пожертвовать собой и внесла свой последний вклад в жизнь своих друзей и команды. Ее смерть не изменила развитие всей истории, но оставила глубокое впечатление в сердцах каждого. Смерть Ван Цюэр – трагедия, но это также и напоминание. Каждый персонаж имеет свою уникальную ценность и значение. Хотя жизнь Ван Цюэр была короткой, ее присутствие и самопожертвование добавили больше глубины и эмоций в общую историю. Вот как это произошло. Уже после турнира, в условиях войны, Хуэй Хао был занят важным заданием по спасению заложников, что находились в Империи Солнца и Луны. Они смогли покинуть город, но не было гарантии, что все они смогут сбежать. План имел свои недостатки. В случае захвата кого-то в плен, место встречи могло стать известным врагам. Однако, учитывая нехватку времени, они не могли проводить тщательные меры предосторожности для нескольких сотен заложников. Хуэй Хао сообщил, что корабль ждет их в гавани, и поддержка от Академии Шрека должна прибыть к этому времени. Хуэй Хао был уверен в успехе, даже если Империя Солнца и Луны узнала бы о пропаже людей. После этого Хуэй Хао еще должен вызволить Нань Цю Цю и ее мать, которых охраняли двое злых мастеров. Он успешно нашел их двоих. Духовная и ментальная силы Хуэй Хао были истощены после недавних боев. Поэтому он решил, что лучше всего будет скрываться до тех пор, пока не представится шанс выбраться из города. Однако внезапно мощная ударная волна сбила Хуэй Хао с ног. Он понял, что попал в засаду. Их окружили враги, включая третьего старейшину из секты Святого Духа и других духовных инженеров Легиона. Ситуация становилась все более напряженной. Третий и четвертый старейшины были титулованными, а также Уюй с 8 кольцами являлись одними из сильнейших людей. Хуэй Хао почувствовал, что его шансы на побег тают, и, находясь в состоянии отчаяния, начал думать о своем прошлом, о своих родителях и Ван Дунер. Он действительно готовился к смерти и даже мысленно сказал: «Ван Дунер, прости, ты знаешь, как сильно я скучаю по тебе сейчас. Даже если я умру, я унесу свою тоску с собой». Однако в этот момент он заметил на небе полосу золотого света. Его подруга Ван Цюэр, обладая поразительной силой, пришла на выручку. Ее появление было неожиданным и потрясающим. Хуэй Хао и Ван Цюэр, объединив силы, открыли свои глаза судьбы, и их энергия окутала все вокруг. Этот момент стал переломным, когда золотой свет наполнил небо, и каждый в этом окружении почувствовал изменения в своих судьбах. Двое титулованных секты Святого Духа пытались остановить Хуэй Хао и Ван Цюэр. Они запечатали окружение, не позволяя им сбежать. Когда они держались за руки, слияние их боевых духов породило новый золотой дракон, который закружился вокруг них. Хуэй Хао ощутил теплую ладонь Ван Цюэр, и в его сердце пробудилась решимость. Их духи объединились, и они стали сильнее, чем когда-либо прежде. В это время за их спинами начали появляться оранжево-золотые проекции глаз, а их духовная сила усилилась до предела. Третий старейшина, испугавшись, остановил свои атаки. В результате объединенных усилий Хуэй Хао и Ван Цюэр, меч императрицы и копье золотого дракона встретились с атаками противника, создавая впечатляющие эффекты. Их совместная мощь стала неоспоримым преимуществом в этой решающей битве. А перед тем, как продолжить, советую отличный сайт для просмотра ваших любимых аниме – Konoha TV. Переходи и смотри новинки в хорошем качестве. Ссылочка в описании. Ван Цюэр к этому времени удалось продвинуться до 7 колец. Помимо увеличения духовной силы, которую она получила от долины Инь-Янь, ее собственное совершенствование также значительно возросло в ходе турнира ранее. А Хуэй Хао уже имел 6 колец.
Но все же сражаться против двух титулованных было очень сложно для Хуэйхао и Ван Сюэр. Они не могли долго сопротивляться их атакам. Поэтому Хуэйхао предложил Ван Сюэр сбежать, пока сам он будет отвлекать врагов. Спокойным тоном он заверил ее, что создаст возможность для побега, даже если это будет стоить ему жизни. Ван Сюэр молчала некоторое время, но наконец согласилась. Хуэйхао решил, что будет сражаться до конца, чтобы защитить Ван Сюэр. Он начал сжигать свое ментальное море, собираясь пожертвовать собой. Его глаза засветились серебристым светом, и на мгновение все замерло. Мастера духа, включая темных титулованных, были поражены его поступком, не понимая, что Хуэйхао решился на нечто неслыханное, полное уничтожение своей ментальной силы. В этот момент золотая проекция, напоминающая Вандунэр, появилась за Хуэйхао и слилась с ним, придавая ему силу. Он достиг пика своих возможностей и убил мастера с 8 кольцами своей атакой. Напоследок Хуэйхао признался Ван Сюэр, что она тоже занимает место в его сердце, наряду с Вандунэр, чего он долго не смел признать. Ван Сюэр, тронутая этими словами, тоже призналась своей любви к нему, и оба, казалось, наконец обрели покой. Именно это признание стало переломным моментом, ведь Ван Сюэр тоже любила Хуэйхао. Она стояла, глядя ему прямо в глаза, и попросила поцеловать ее. Когда их губы соприкоснулись, произошла неожиданная связь. Их лбы соединились, и в этот момент глаза судьбы, которые они оба имели, слились. Хуэйхао внезапно почувствовал резкую боль в голове, словно его мозг вот-вот взорвется. Перед его глазами начали мелькать странные сцены. Он увидел густой лес и маленькую золотую фигуру, лежащую на земле. Наконец Хуэйхао все понял и узнал правду. Наконец он понял, почему Ван Сюэр так похожа на Дунэр, и почему она больше напоминала богиню света. Ван Сюэр на самом деле не человек, а трехглазый золотой лев. Именно она подарила ему глаз судьбы, когда они встретились впервые в лесу. Она пришла в мир людей из любопытства и восхищения их жизнью. Золотая львица контролировала судьбу и удачу всего великого леса и была очень полезной для всех зверей в лесу. Но ее жизнь была скучной и простой. Увидев воспоминания Хуэйхао, золотая львица захотела пережить подобное. Она вошла в мир людей и использовала часть родословной золотого дракона в своем теле, чтобы поделать боевой дух золотого дракона путем имитации. Мир людей был новым и интересным для нее. Ее внешний вид, похожий на Вандунэр, был не случайен. Она создала свою человеческую форму, основываясь на богине света из памяти Хуэйхао. Она последовала за ним в Академию Шрека, чтобы понять, как живут люди, и постепенно влюбилась в него. Несмотря на то, что она была духовным зверем, ее чувства к Хуэйхао стали настоящими и сильными. Но она осознавала, что ее любовь была обречена, ведь он любил Вандунэр, и они принадлежали разным мирам. Она даже пыталась доказать себе, что может быть ближе к нему, чем Дунэр. Но когда Вандунэр пожертвовала собой ради Хуэйхао, Ван Сюэр поняла, что не сможет быть с Хуэйхао. Тем не менее, она вернулась к нему, когда почувствовала, что он в опасности. Теперь, когда Вандунэра не было рядом, она решила, что не будет сдаваться. Ее чувства и сила соединились с Хуэйхао через их глаза судьбы. Она начала растворяться, буквально становясь частью его, влившись в его тело и душу. Какой волнительный момент! Что же произойдет дальше? Неужели Ван Сюэр вот так просто умрет? Рассмотрим в дальнейших видео. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как по-вашему. Справедливо ли, что жизнь Ван Сюэр вот так быстро закончится? Подписывайтесь на канал и всем пока.